На этом видео мы расскажем вам, из чего состоит комплекс водоочистки для предприятий по переработке отходов пластмасс. На нашем сайте вы увидите в разделе «Водоочистное оборудование» вот такую схему. Это и есть схема полной физико-химической очистки воды при переработке вторичных пластиков. Такая схема применяется широко на многих предприятиях в Европе, в Германии, в Италии, Австрии, Франции. Мы видели применение такой схемы. Оборудование по такой схеме и такую технологию физико-химической очистки предлагают для предприятий по переработке отходов пластика ведущие производители европейские. Это Депур Паданако, это Хубер, Германия, это Адриц, Австрия. Также это предлагают и китайские производители, где-то в усеченном, где-то в полном объеме. В общем-то, здесь применена традиционная технология для нашей перерабатывающей отрасли, которая давно себя показала как самое надежное и оптимальное решение и в части инвестиционных затрат, и в части операционных затрат. Вода после такой очистки не становится совершенно чистой, потому что здесь нет стадии биологической очистки и стадий после биологической очистки различных обратных осмосов, ультрафиолета и так далее. Но она становится после вот этого процесса физико-химической очистки достаточно чистой для того, чтобы многократно эту воду использовать в процессе мойки отходов пластмасс. В первую очередь нужно сказать, что эта схема состоит, этот набор оборудования состоит из двух принципиальных частей. Условно, которые можно разделить на механическую очистку воды и на химическую очистку воды. Вот эта часть – это механическая очистка оборотной воды. Чуть позже я расскажу подробно о каждом из компонентов этой части. Вот эта часть отсюда до сюда – это химическая очистка воды. Вот здесь ниже представлена еще одна дополнительная, но необходимая часть. Это удаление из оборота из водоочистной системы ила и его обезвоживание. Вы знаете, что при переработке отходов пластмасс вода очень быстро загрязняется, и ил образуется в основном вот здесь и вот здесь. Это седиментационный осветлитель, в котором уже загрязнения, связанные химически, частично оседают, частично всплывают. Этого ила образуется много, поэтому без вот этой третьей части обойтись не получается. Например, у нас на перерабатывающем производстве при переработке порядка 30 тонн в сутки образовывается от 2 до 3 тонн ила с влажностью примерно 70%. Теперь разберем все единицы оборудования и технологий, которые включены в эту схему. Итак, вот эта часть, механическая очистка воды, состоит из отдельных элементов. Во-первых, это блок удаления крупных включений в воде. То есть вот эта штука называется решетка. Эта решетка может быть разных типов. Это может быть грабельная решетка, это может быть ступенчатая решетка, это могут быть шнековые решетки. Удаляются крупные взвеси, то есть прозор решетки может быть 3, 5,
10 миллиметров, да? Соответственно, все, что мельче этого, пройдет дальше. Какие-то крупные куски пластика, дерева, бумаги или какие-то, значит, вообще инородные предметы, которые попали с пола в воду, там перчатки, часто, допустим, да, какие-то куски ткани, ветоши, должны удерживаться этой решеткой. Значит, основная цель извлечения крупных включений из воды состоит в том, чтобы сберечь насосы, которые потом вот здесь вот уже в емкостях и вот здесь вот в емкостях будут присутствовать насосы и дальше, которые при попадании в них каких-то крупных инородных предметов могут просто, значит, сгореть. В принципе, без этого блока можно обойтись. То есть, когда мы, допустим, с нашими покупателями, с нашими клиентами выстраиваем систему водоочистки для них, мы в целях экономии средств часто покупатели просят, можно ли без этого обойтись. Да, без этого можно обойтись простым способом, если в каналах поставить решетки, сделанные, значит, простейшим способом, или ямы закрыть тоже решетками и вручную, значит, собирать с них крупные включения. Ну и в конце концов насосы тоже опускают в сетчатые короба для защиты этих насосов от попадания в них крупных предметов. Далее, вот этот блок — это, значит, мини-блок в данной схеме, который отвечает за удаление песка из системы. Песка, как вы знаете, при мойке отходов пластмасс образуется тоже всегда очень много. Значит, для этого уже требуется приямок, да, и напорная, значит, закачка этого жидкости с песком, воды с песком, так называемый пескоуловитель, вот он, или песколовку. Тоже, как и решетка вот эта, очень многие компании на рынке водоочистного оборудования производят различные модификации этих песколовок, также и решеток. По-разному они могут работать. Значит, они применяются как вот эта песколовка, так и вот эта решетка, так и вот этот компактор, который немножко уплотняет эти отходы. Применяются в различных системах водоочистки для жилищно-коммунальных очистных сооружений, для различных отраслей промышленности. Это далеко не эксклюзивная какая-то разработка, далеко не какое-то особо специальное оборудование. Есть определенные нюансы, которые применимы именно к нашей специфике по переработке отходов пластмасс, но в целом это оборудование достаточно распространенное. Как работает оно? То есть вот так примерно она выглядит. Опять же повторюсь, бывает много разных модификаций, разные компании делают их по-разному, но суть одна. Песок гравитационно оседает и удаляется тем или иным способом. Значит, в нашем случае вода поступает в этот отдел, значит, песок оседает вот здесь. Под этой перегородкой вода попадает в этот отдел и выходит вот сюда, через этот патрубок, который также может быть любой формы. Песок движется вверх шнеком и выгружается в верхнее отверстие. Вот работающая песколовка, в данном случае она установлена ниже уровня пола, чтобы вода попадала по каналу в нее. Далее, вот этот блок отвечает за удаление из воды всех плавающих взвесей. То есть в нашем случае это будет, как правило, очень большой объем сечки, так называемого жмыха, который образуется при дроблении и измельчении пластмасс. На дробилках, на шредерах, значит, при измельчении и пленки, и бутылки ПЭТ, и ПНД отходов, и ПП бигбэгов, тем более, образуется мелкая сечка. Все, кто в переработке уже давно, они понимают, о чем я говорю.
ее образуется очень много, она плывет, она очень быстро забивает такой шапкой все каналы и ямы, и не удалять ее из воды просто невозможно. Даже если вода потом сбрасывается в какие-то канализационные сети, все равно этот вид загрязнений из воды нужно удалять. За это отвечает гидрофильтр. Гидрофильтр нашего производства тоже достаточно распространенное оборудование. Придумано было в Европе еще в 70-е годы. Его производят многие итальянские, немецкие, австрийские компании. Те или иные модификации его. Как и большинство оборудования, которое мы предлагаем, оно не уникально, но оно именно подобрано для нашей специфики. То есть эти гидрофильтры наилучшим образом, в силу своих конструкционных особенностей, наилучшим образом справляются со своей задачей и удаляют из воды максимальное количество вот этой сечки. Под ним вы видите тоже шнековый компактор, который уплотняет сечку, потому что сечка, выходящая из гидрофильтра, будет с влажностью примерно 70-80%. Здесь его можно уплотнить и добиться влажности примерно 40-50%. Как работает гидрофильтр? Вот вы видите два диска крутящихся. Внутрь них попадает неочищенный сток. И вот здесь внутри собирается вот эта сечка и жмых. На дисках установлены фильтрационные панели. Вода проходит по сторонам от дисков. Итак, вот здесь еще раз возвращаемся. Механическая очистка состоит принципиально из трех основных этапов. Удаление крупных взвесей. Этот этап можно заменить установкой простых решеток на ямы или на каналы. Второй этап – удаление песка. Этот этап в целях экономии часто переработчики заменяют простой ямой, куда с переливом, верхним переливом, из которой потом верхним переливом вода идет дальше, а в этой яме накапливается песок. Периодически эту яму придется осушать и вычищать из нее песок. Если этого делать нет возможности или этого делать уже не хочется ввиду больших объемов производства, то вот это оборудование необходимо для того, чтобы эту задачу решить. И третья часть – это гидрофильтр для удаления плавающей сечки и ее уплотнения. Это наиболее необходимое оборудование для нашей отрасли переработки отходов пластмасс. И его труднее всего заменить. Конечно, можно вручную эту шапку из ям собирать, но это уже очень трудоемко. Это возможно только при небольших объемах производства. Если объем производства, уже скажем, за 200 тонн и выше, то фактически без этого оборудования или подобного оборудования уже не обойтись. Поэтому многие, допустим, наши клиенты, которые только начинают у себя устанавливать систему водоочистки, они начинают как минимум с этого. То есть можно крупные включения собирать вручную, песок можно из ямы вручную выгребать, но жмых, сечку нужно вынимать из воды на постоянной основе, безостановочно и как можно эффективно. Поэтому многие наши клиенты на первых этапах покупают сначала гидрофильтр и все необходимое для его функционирования. Дальше вот этот этап – это химическая часть очистки воды. Химическая часть очистки воды состоит из нескольких элементов. Основной из них – это вот этот пластинчатый седиментационный осветлитель. Как и другое оборудование, ничего особо уникального здесь нет. Есть определенные фишки, определенные нюансы, которые подобраны специально для применения нашей индустрии, но в целом пластинчатые осветлители применяются широко и в жилищно-коммунально-очистных сооружениях, и в различных промышленных и сельскохозяйственных очистных сооружениях. Что здесь происходит? Прежде чем грязная вода после того, как из нее удалили крупные включения, песок
большинство плавающих включений, все равно еще много мелких включений остаются в воде, и много растворенных и полурастворенных включений остаются в воде. То есть вода все еще зрительно непрозрачная, вот как здесь нарисовано. Да? Значит, в воду подаются реагенты. Это реагенты широко применяемые тоже. Никакого здесь эксклюзива тоже нет, никаких здесь нанотехнологий особо нет. Широко представлены на рынке коагулянты и флокулянты. Коагулянты и флокулянты, значит, соединяются, ну вот здесь вот, да, соединяются в этих трубах с загрязненным стоком и попадают вот в этот, значит, пластинчатый седиментационный осветлитель, в котором химически связанные загрязнения, значит, либо оседают и вот в этих конусах собираются в виде ила, либо всплывают и вот здесь вот собираются специальным скребком. Это называется, это тоже ил, ну, флотат его называют еще, да, наверное. И отсюда, и отсюда, и отсюда это все выводится вот сюда, в систему обезвоживания ила. Как работает седиментационный осветлитель? Еще называют флотатор. Есть, конечно, различия между флотатором и седиментационным осветлителем. И я сейчас вам покажу на примере одного иностранного производителя одну из самых навороченных моделей. То есть вот так примерно выглядит флотатор и седиментационный отстойник одновременно. Да. Вот подается грязная вода коричневым, параллельно подается, значит, вода, насыщенная кислородом через сатурационный насос. Встречается, насыщается грязный сток кислородом и поднимается вверх. Вот здесь вверху собирается ил и выводится через специальный, значит, циклончик. Одновременно внутри, значит, этой установки есть ламели, целые пакеты ламелей, то есть пластин. Вот они, пластины, которые увеличивают площадь оседания. Потому что часть ила стремится вверх, а часть стремится вниз. То есть идет так называемое разнонаправленное двухпоточное движение. Вот стрелка вниз, стрелка вверх. Соответственно, ил убирается и сверху, и снизу. Ну а вот здесь образуется очищенная вода, она поднимается вот сюда и выводится для повторного использования. Наша установка, она проще, чем продемонстрировано здесь. У нас не подается кислород, она проще, потому что вода сильно загрязненная. В нашем случае седиментационная флотационная установка достаточно большого размера, то есть это такая 5-метровая, значит, единица оборудования. Это вот приготовление коагулянтов и флокулянтов. Наверху вот здесь показано, там где смешивается грязный сток с реагентами. Теперь о том, как используется оборотная вода. Значит, вот из этого приемка, в который вода попадает после удаления крупных взвесей, после удаления песка и после удаления легких взвесей плавающих, вот из этого приемка уже можно брать воду на повторное использование. И из этого приемка, как вот здесь даже написано у нас, да, тоже можно брать воду на повторное использование. Куда эту воду можно брать? Допустим, ее можно брать на первые стадии мойки пластмасс, допустим, в мокрую дробилку или в шнек сразу после мокрой дробилки, или туда и туда. В мокрую дробилку, в шнек после дробилки совсем не обязательно подавать не только значит, свежую воду, водопроводную или скважинную, но даже воду после химочистки, после вот этого процесса подавать жалко. Почему жалко? Потому что вообще процесс очистки, в том числе химочистка в первую очередь, это затратный процесс. То есть можно, конечно, любое количество воды очищать, и можно очищать его до любой степени, но все это с каждым шагом будет дороже, дороже и дороже. При переработке отходов пластмасс мы не можем, как правило, себе позволить
неконтролируемые затраты на водоочистку, и в дробилку для первого контакта грязных полимеров с водой достаточно вот этой воды или вот этой воды. Использование, опять же, этой воды до химочистки, во-первых, позволяет уменьшить затраты на химические реагенты, во-вторых, позволяет изначально при подборе оборудования сэкономить, потому что, значит, мы рассчитываем, что, допустим, условно говоря, в дробилку мы будем подавать 20 кубов воды, и на последующей стадии, там, в ванну флотации, в центрифуге моющей, будем подавать еще 20 кубов. Если мы хотим и эти 20 кубов очищать, то значит нам нужен весь комплекс, то есть весь комплекс нам нужен тогда на 40 кубов. Это гораздо дороже, чем если мы сразу прикидываем, что 20 кубов мы будем подавать отсюда или отсюда, и только 20 кубов на последующей стадии мы будем подавать вот отсюда. И, соответственно, мы рассчитываем вот этот вот, да, седиментационный осветлитель, который один из самых дорогих элементов системы водоочистки, мы рассчитываем его не на 40 кубов, а на 20 кубов, что будет, конечно же, на порядок дешевле. Ну и, значит, вот здесь, конечно, написано, да, повторное использование. То есть эта вода после химочистки, она нарисована уже осветленной. Она, как правило, уже прозрачная. Ну, иногда бывает не совсем прозрачная, если совсем уж грязные отходы моются и реагентов добавили недостаточно. Значит, бывает, что вода не такая уж и светлая. Но тем не менее, эта вода годная для многократного использования в процессе отмывки пластмасс. То есть это уже проверено на многих предприятиях. И, значит, дальнейшая водоочистка после этой стадии на предприятиях по переработке отходов пластмасс, как правило, не применяется. Можно после этого отправлять воду на биологическую очистку, можно, значит, какие-то ультратонкие фильтрации делать, да, ультрафиолет, да, есть песочные различные фильтры, обратный осмос многие слышали, но все это уже технологии очистки для там, питьевой воды или для воды для каких-нибудь там пищевых производств и так далее. И каждая эта последующая стадия вот отсюда, она будет дороже и дороже, да, и в инвестиционных затратах, и в операционных затратах. Поэтому вот на этой стадии заканчивается система физико-химической очистки для предприятий по переработке пластмасс. Теперь более подробно об иле. Да. Обезвоживание ила. Как я уже сказал, ила образуется достаточно много. Допустим, в нашем случае 2-3 тонны в сутки при переработке 25-30 тонн полимеров в сутки. Этот ил 2-3 тонны имеется в виду с влажностью 70% примерно. Значит, не считаться таким количеством невозможно. Что-то с ним вручную подсобными методами делать тоже тяжело. Но тем не менее здесь есть несколько технологий, также широко распространенных. Значит, самая простая технология – это обезвоживать ил механическим способом. Путем гравитации, да, в различных фильтровальных мешках, в различных фильтровальных емкостях. Второй самый простой способ – этот ил просто вывозить. То есть есть компании, я знаю, переработчики, которые, значит, вызывают просто такие машины, ассенизаторы, которые, значит, вакуумом этот ил высасывают и вывозят на утилизацию. Если объем небольшой и если услуги таких утилизаторов стоят приемлемо, это тоже вариант. Дальше дороже. Значит, вот здесь изображен условно фильтр-пресс. Широко распространенное оборудование, тоже применяется во многих сферах водоочистки. Значит, его можно применять. Проблема в том, что он работает циклично. То есть сначала идет цикл наполнения, потом цикл обезвоживания, потом его нужно останавливать и очищать.
Если у вас, значит, непрерывное производство, то в это время вам нужно ил куда-то скачивать в резерв, какой-то буфер. Ну, то есть, короче говоря, по опыту не очень удобное решение. Есть и другие решения для обезвоживания ила, например, шнековые пресса, декантеры, центрифуги такие специальные, ленточные пресса и другое. То есть, как вы видите, даже по изображениям понятно, что все это гораздо более сложное оборудование и гораздо более дорогое. Обезвоживание ила на многих предприятиях, где производится водоочистка, является действительно серьезной задачей и требующей и инвестиционных, и операционных затрат. В заключение хочу сказать, что вы можете оставлять в своих комментариях вопросы, на которые мы постараемся как можно подробнее ответить. Вы также можете присылать нам какие-то свои предложения, которые вы получили от поставщиков, допустим, линии мойки или водоочистного оборудования, и мы, может быть, даже снимем специальное видео, где прокомментируем, что из себя представляют эти предлагаемые системы и технологии по водоочистке, и подходят ли они к нашим предприятиям по переработке отходов пластмасс. Если это касается европейских компаний, которые предлагают водоочистное оборудование, то, как правило, они предлагают правильные решения, но дорогие. Стоимость комплекса водоочистки может начинаться от 400 тысяч евро и выше. А если это предлагают российские, белорусские поставщики моечного оборудования или китайские, то, как правило, предлагают совсем не то, что не будет работать, скорее всего, и просто можно зря потратить деньги. Пишите, присылайте, будем отвечать, будем снимать видео, анализировать эти вещи. Наша задача показать переработчикам отходов пластмасс, что водоочистка является уже важным фактором, который игнорировать нельзя. И при приобретении, внедрении этих систем не нужно ошибаться, не нужно зря тратить деньги.